Всем привет, с вами Team Spirit. Сегодня стали известны почти все составы команд, и, собственно, здесь мы и собрались, чтобы обсудить их, высказать свое мнение. Сильнейшая теперь команда в истории, скорее всего. Согласен. Думаешь? Которая была когда-либо создана. А Motherfucker на Керри Вайпере. Yellow Я не Submarine? согласен. Yellow Submarine просто они мало были, знаешь. Ну, Потому что Miracle. Так эти тоже непонятно, как долго будут. Куда Миракл ушел? они так уж там... Типа, Искать свою судьбу. Миракл же перерыв на год делал, ты же знал? Я почему-то вот думаю, что без Миракла будет тяжеловато. Как-то такое Да. ощущение, что без такого прям... Я думаю, они наверняка будут лучше играть. Все сделали, ну, в общем, правильно. всё правильно Что сделали. Миракла поменяли на Motherfucker. Да. Хорошо. Сейчас большинство троек играют как позадин, и поэтому когда... Да не знаю, это, знаешь, какая-то мета просто. Вот все пересаживаются. Либо тройки пересаживаются на керри, либо керри пересаживаются на тройки. В общем, вечный цикл такой будет. Это похоже, как думаешь, роли? Ну, мне кажется, если бы я менял роль, я бы точно менял роль на мид, потому что мне как-то вот мид как-то поближе, чем Чтобы было керри. меньше раков на линии, правильно? Не знаю, керри какая-то скучная роль, Всего если честно. двое Я не знаю, вместо как Илюха 4. играет на керри, ну, типа, сколько там, всю жизнь уже. Это же Всю жизнь, просто, минимум лет 20. там же просто, ну, типа, стоишь, бьешь крипов, как бы, и все. Да, 100% мага. Это все, что нужно делать на керри. Это Просто же так быстро просто. фармить, просто быстро фармить. Это, Что точно, думаете, это Денис? точно усиление. Усиление. Да, конечно, на керри будет. Нет, Микки будет на Керри. Микки Но будет. Микки на карьере единственным вопросом. Такой минус. Это вызывает вопрос. Микки на миде этот сезон ебал. Так что не знаю, как будет. У него на керри? Да, до этого на миде он Но, хорошо выступал. по нему видно, что он готов меняться. На самом деле, мне кажется, у них какая-то такая странная перестановка, потому что и Ниша, это как бы вроде он и на керри, и на миде все время играет. И, типа, Микки тоже он и на керри, и на миде играет. Они могут как-то, ну, свапать роли, может, в теории. Я до сих пор не уверен даже, кто у них будет именно мид Там стоять. заявлялось в анонсе, что Сумаил будет на... Ой, Сумаил, Ниша будет на миде. Скорее всего, станет не хуже, как минимум. Я думаю, что будет даже лучше. Я думаю, что Микки, в принципе, когда был на керри, то он играл неплохо. Ниша, в моем понимании, чуть посильнее в миде игрок, чем Микки. И это, ну, как бы баф. В сумме это усиление, думаю, для них. Но играет ли Микки лучше Матумбамена на керри? Это хороший вопрос. Поживем, увидим. Натиск. Ну, натиск, в принципе, выглядит как самый такой, не то что перспективный, но типа тот, кто показал себя Самый лучше уверенный. всего в прошлом сезоне. Натиск? Да, натиск на тройке. Дошло. Я никого не знает, просто заметьте. Терик просто даже будет не знает своих там, коллег по цеху из СНГ. Так, Денис, что вы думаете об этом составе? Ну, мне нравится их тройка. Да, Четверка. а я про состав в целом. А другие игроки я не знаю. Новенький на миду будет. А что ты вот думаешь, Илюх, про их керри, кстати? Про их керри, да, кстати. Мирослав, я думаю, что... Камеру. Я думаю, что керри может показывать хорошую игру, если наберется опыта и уверенности на профессиональном То уровне. есть опыта у него еще нет. Еще нет. То есть первое время ему будет тяжело. Да. Ему будет тяжело, но потом будет легко. Ярик, а как тебе пятерка? У него хороший ранг, довольно высокий, да? То есть почти как у меня. А у тебя какой Или ранг? даже побольше. А у тебя какой ранг? А я не У помню. Ярика 1600. Ну, у него точно побольше. В общем, у меня такое целое мнение сложилось, что вот он очень старательный, ну, учитывая даже какой у него ранг, что он очень много играет. Ну, хочется ему играть, развиваться, но опыта маловато еще. То есть все у него еще впереди. Ну и в целом мысли по составу, что он в целом такой Ну, молодой. сырой состав. Посмотрим, как будет на деле. Довольно, наверное, неожиданно, что ушел Ниша, и его заменили игроком с никнеймом Бум. Ну, такое неочевидное решение Бум, в целом. Никто, наверное, не мог даже предугадать, что такое произойдет именно в Team Secret. Возможно, были какие-то терки внутри коллектива. Пупей, насколько мы знаем, человек довольно серьезный, прямолинейный. А Ниша, он вообще левша. Это факт. Да. Откуда ты знаешь? А я видел, как он играет, я удивился. Да нет, там же писали, что... Он мышку типа слева держит? Да.
Ебать. Там же Попей писал, Там что вообще он жесть. все понимает, что типа Ниша просто хочет там двигаться дальше, и вот их пути вот разошлись, Даже хотя они такая. там играли долго, там 2 года они играли вместе. Типа, ему просто хочется эксперимент. Да. Просто чего-то Такое, нового. да, что-то. Типа пора типа, что-то менять, чтобы там выиграть интернешнл. Выйти из зоны комфорта. Да, кстати, довольно разумная мысль. А то, что его поменял Бум, что думаешь? А вот сложно сказать, не знаю, Бум в целом для меня не какой-то был примечательный мидер, которого прям можно выделить. Ну, типа, да, играл там что-то неплохо, да, что-то получалось. Но я не могу сказать, что я вот там за ним как-то что-то особенное подмечал. Такой рядовой работяга. Соглашусь. Рядовой Бумыч, правильно? У них теперь в Бумыч. миде. Да, мне нравится, кстати, его ник Бум. Можно назвать его Бумыч. Удобный никнейм. Вообще кайфовый. Думаю, что он может хорошо играть, но пока на него огромный груз ответственности. Он меняет игрока, который точно на голову выше него был. Поэтому, думаю, ему будет сложно поначалу. Потом, может, откроется, может, нет. Но это было неожиданно, очень. Никто Да. не знал. Никто вообще не знал, не был в курсе этого. Ну и как вы вообще отреагировали? Поменялось ли в вашем ментальном плане что-то? Кажется, чуть... Жить как теперь вообще с этой мыслью? Знаешь, там теперь, не... Потеря. Возможно, геймплей поменяется именно в фэне. Я думаю, что им станет даже проще играть, Чуть чем попроще, было с потому Марфой. что, Я думаю, Миш- что теперь вот 2 кора просто, блядь, выдохнули сразу на миде и керри, такие, ебать, у нас теперь будут пачки хотя бы где-то, хотя бы что-то можно будет покачать. И компы. И плюс там еще Миша говорил, то, что ему давно нужно было играть на Бисмастере. Такой самодер. Типа, теперь он его получит. Да, из-за этого, наверное, были все проблемы. Да, кстати. Типа так нельзя сказать, конечно, это понятно, что Рофл, но, скорее всего, это все равно будет более теперь вариативная команда, а не настолько сжата, Не настолько предсказуемо. Вокруг Мне кажется, пула если тройки. честно, ОГ и строились как раз от тройки. Типа все их идеи и то, что они выигрывали там мажор. И Да, но со хорошо временем-то это выступали. фиксили, не то что фиксили, а вот конкретно учили этих всех вот Разора, Вайперов, Не, Тимберов. просто мета другая. А если мета поменяется обратно, то типа, как было до этого, что на тройках не надо покупать в рейспакт, что уже мы видим изменения, то, возможно, Марзефакер будет, наоборот, намного лучше играть. Но просто у демо пул больше, у него тоже есть все те же герои, что у Амара, только еще больше есть всяких самонеров. Но он и играет все-таки, наверное, менее жадно, как мне кажется. Не, понятно, что менее жадно. Просто, короче, Да. мне кажется, просто там как раз строилось от того, что, знаешь, если там керри где-то может оплошать у них, да, в составе, то типа Амар все равно свое доберет. А тут будет так, что если керри будет плашать, то Плана Б Амара нет. уже не будет, да. Плана Б уже не будет. План Б, План Б уже в них, Боже, да. да, Богданов. Так у них теперь еще есть в миде, да, вот тоже может быть второй кор теперь. Хорошо. Вот. Посмотрим, как это будет Ну, я- на практике. Как мне кажется, ДМ более гибкий игрок, и поэтому OG смогут что-то интересное придумать с ним. Но этот... Есть вопросы, да, некоторые? к А этому кто такой составу? Ники Ку? Я Ники тоже Кул. не знаю, первый раз Крутой вижу. Ники. Я вам это объясняю. Это казах, 70 ранг, играет на Тине и на Тимбере в миде. Подожди, а я думаю... Это мини-Малорин, это мини-копия Не, Малорина. я могу больше сказать. Давай. Ники Кул — это чувак с Новосибирска, с которым я Лана играл. Ага. Ну, против него много играл. А кто еще? И что ты скажешь по поводу этого плеера? Но он нового там? не мидером был. Я удивился, что он на виду начал играть. Мгм. Он был кэрри, А, он был кэрри. а потом он стал резко мидером. Походу, были у него знакомые в команде. Не, он же прошлый сезон Project Armor играл на миду. Да? Я не знал. Мелоди, мне кажется, будет сильная пятерка. Правда, опять же, не капитан. Там, скорее всего, будет саппортить по колам их четверка с Wednestorm, так что я думаю, как-то они там сработаются. В общем, как нам кажется, состав имеет хороший потенциал к тому, чтобы добиваться успеха. Посмотрим в будущем, получится ли у них. Я единственный, кого знаю, это Шира. Вот Леха тоже знает, думаю. Шира вот играл Шира, Живетик да. в прошлом сезоне. За Ехоу. Ехоу, Ехоу, да. И Планы там играл с ними. Не, ну это точно... Подождите, а Планет это четверка? Вот я не помню, либо тройка, либо Не, Планет четверка. это, кажется, тройка. Подождите, а там состав получается Шира, Nothing to Say, Планет. UI? Планет, Не, Не, Y тоже там. Планет вот это Y был чел на с пятерке, вот да. иероглифами и Y. точно Ну, там Y? Да. Я... да, так уже с иероглифами это, возможно, резиновый мяч. Нет, вряд ли. Нет. Уверена? Да. Это какой-то И молодой. он тоже чел. баскетбольный. Да, он баскетбольный мяч. Хорошо. Что, чего ник баскетбольный мяч? Короче, что я считаю по поводу состава LGD?
Вот же они всегда собирают очень хорошие составы, которые хорошо выступают. Я думаю, они знают, что они делают. Можно отметить, что Nothing to Say хороший игрок. И я смотрел много демок Шира, он тоже хорошо, стабильно отыгрывает. То есть у него есть понимание о сейвовой игре, и мне кажется, он может дополнять Nothing to Say. А Вай, как известно, очень хороший капитан, который очень много турниров выиграл за свою карьеру. Он еще молодой, поэтому он также хорошо жмет кнопки, и я считаю, что этот состав будет добиваться больших успехов. Ну, тренер же у них еще Ксявейт Да, у них остался. еще коуч Ксавейт, так что точно они там смогут это все как-то... Мне кажется, это даже построить. в какой-то мере усиление. Как минимум, это некий рефреш. Да. Состав выглядит очень сильным, я считаю. Потому что каждый из этих игроков, он играет очень хорошо. По сути, там все, так сказать, звезды с нашего региона. Вопрос только в том, смогут ли они найти между собой синергию, смогут ли они не поссориться в какой-то момент там вот критически и, в принципе, начать быть командой стабильной. Это самый важный вопрос. По скиллу вопросов нет к этим ребятам. Согласен. Да, я Сейф еще давно же не играл. Да, Не стоит это забывать. может быть... Либо это да, будет как это- плюс, либо как большой минус. Да, Голодный он до побед или тильтанет. Или остыл уже, знаешь. А вы видели Вот, это? я бы как раз хотел и отметить. Мне кажется, как раз там вот состав сейчас собранный у них. Это вот 5 человек, которые просто горят игрой, постоянно играют, как можно больше мемов, просто пока у них руки не перестают уже их не Ярик, а слушаться, не они думаешь, что играют. там, наоборот, типа, могут быть такие проблемы, что Сейв давно не играл, типа, в компетитив доту, плюс Эпилептик играет, типа, на тройке. Это не лучшая его роль. Саня меняет позицию, а КПК, типа, уже играл с этими двумя, с частью Эпилептиками и Сейвом, С да. тремя даже. Первым тоже. Да, с первым тоже. Да, с тремя. То есть уже у него есть какой-то, знаешь, груз, и если у них что-то может не получаться, то может все идти плохо. Я понял, о чем ты, короче, говоришь, но не знаю, у меня как-то основная мысль, что там просто такой состав получился, где, как бы сказать правильнее, не будет месту лени, что ли. Типа все будут прям вот стараться, это понятно, это очень понятно. много играть, активно обсуждать, пытаться что-то придумать. И вот у них именно вот такой состав, где... Типа, если ты поленишься, ты просто посмотришь на другого, как он, типа, ебашит, и сразу такой заряжаешься, и все, и вы так друга постоянно там подпитываете, и стараетесь, типа, играть как можно лучше, развиваться и все такое. Также там действительно, ну, получается, вот Егор Эпилептик, это человек, который вообще прям заводил, он прям очень много говорит в игре, он будет играть с сейвом, у них, типа, и тогда хорошо довольно получалось. Мне кажется, мне кажется, они на пару именно вот как бы капитанили, Как дуо, вели да? команду, вот тех ВП. И, собственно, сейчас они снова, получается, будут вместе. Вопрос по тому, как будут вести себя в этой команде Пьюр и Саня, наверное. ГПК, скорее всего, ну, так же примерно. А вот, вот вопрос по Сане и Пьюру, смогут ли они найти свою комфортную игру и понять, как им, типа, лучше себя вести в этой команде. Вот это единственное, наверное, такой для меня нюанс. Ну, я думаю, у них они ниже 4-го места точно не упадут. Они будут либо, ну, если у них все хорошо пойдет, либо первое, либо второе. А если все пойдет так себе, то 3-й, 4-й, я думаю. Типа ниже они не смогут чисто по скиллу упасть. Интересно, как они будут между собой играть. У них есть Соло, который капитанит. Как Дахаг вообще себя ведет в команде? Он капитан или нет? Ну, Дахак тоже любит много говорить о доте. Ну и вообще колить в игре. Так что будет интересно, как они найдут лады. Потому что в нашей команде, которая была, два игрока, которые хотят колить, не нашли лады. Так что я не знаю, как будет у них в Hellraisers. Ну и плюс там вот, получается, 3 молодых у них будет. Депрессич. Ну, Депресс-кит, он уже такой с Ну опытом, да, конечно. но он уже Антарас долго особо не играет. играл. Ну, он Антарас, играл где-то, да. да, но так. Ну и Мияра, который тоже он Он вроде играл, но такое у него не Мало, особо да. прям что-то получалось. Так что будет интересно, как они вместе. Я когда первый раз увидел этот состав, я подумал, что Дахак и Соло это будет происходить какой-то конфликт интересов, типа как два капитана. Но вот сейчас, буквально пару секунд назад, я подумал, что Соло, мне кажется, он такой человек не очевидный капитан, а как сказать. Типа он принужденный капитан где-то бывал, но он типа не всегда им хотел быть. Мне кажется, даже в составах, в которых он играл, там типа были и другие люди, которые отвечали за коллинг там или еще что-то, там вот тот же Рамзес. И, собственно, сейчас мне кажется, что скорее Дахак будет больше всего вести игру. И вот посмотрим, как Соло будет ли подстраиваться, или как раз будет происходить какой-то конфликт интересов. Потому что Дахак, мне кажется, он всегда вот прям капитан, он типа по-другому не может быть. Ну да, Он, типа человек, который всегда старается игру, да. много на себя брать, и он просто по-другому не может.
Вот, Depressed Kid еще тоже интересно. Это в целом такая, наверное, личность, о которой, наверное, считают, как, знаете, как выскочка, какой-то высокомерный человек. Наверное, сейчас как раз тот период, когда уже нужно подунять свой пыл, как-то больше осесть, как-то стараться больше осознанно все делать. Делом заниматься. Да, просто Не заниматься страдать. делом. Вот, ну и осталось, получается, Мира и Антарес. Про Мира я немножко знаю, ну, просто вроде человек, против которого я там где-то попадался. Ничего не могу сказать. Антареса я вообще никогда не видел как-то. Не Тарас подмечал я для себя. запомнил на Скаймаге. Скаймак Тэтчес, левел Скаймак 30. Тэтчес он играет, да. Ну, в общем, значит, есть тоже свой пул. Ну, короче, есть скрытый потенциал этой команды. Наверное, она больше как темная лошадка. Она Ну да, в вот первом что-то диве будет такое. играть? Да, в да. первом. В первом диве, ну да. Они, наверное, не как выраженные фавориты, а Темная как бы лошадка. те, кто может выстрелить, а могут и Да, совсем согласен. плохо играть. Но посильнее... Это будет тем- сложный соперник, я так скажу. Это непроходные. Кажется, вот на Уаносе как-то будет некомфортно играть первое время, потому что он пересаживается на другую роль, играет в команде типа англоязычной, скажем так, могут некоторые проблемы возникнуть в коммуникации. На керри, короче, будет просто долго привыкать. Короче, ты не можешь так быстро роль поменять и в таком составе, в котором очень хорошие игроки, то есть вы будете развиваться не постепенно, он будет развиваться на керри дольше, чем они улучшают свою игру на своих основных позициях, и поэтому мне кажется, что у них могут возникнуть проблемы, когда они уже наиграют как бы свою критическую массу, другие игроки, а One нет. Типа он будет только-только начинать развиваться на керри, и поэтому, мне кажется, в этот момент могут быть проседы у них в команде. Ну, это вопрос, то есть Главное первое у них время. это перерасти, да. Первое время будет Дать тяжеловато. время, и тогда будет, мне кажется, сильный состав. Короче, мне кажется так, что если там, во-первых, у Навана точно были офферы в хорошие команды, в хорошие коллективы, и на миди, и на керри, то есть он бы не выбирал состав по рофлу, чтобы чисто залететь, Топсон тоже очень хорошо выступал на У турнире, них и очень видно, сильный мидер. у них что сильная тройка. он сильный мидер, да, и он хочет побеждать очень сильно. Мне кажется, там все игроки горят игрой. Вопрос только к No-One, но No-One, мне кажется, вот поменял коллектив, поменял все, нашел хороших игроков. Должны его встряхнуть. Как бы. Да, Ну, и типа, как еще бы есть это его вопросы рефреш, к и Нутеллу. он, кажется, и еще роль поменял, да. И вот, мне кажется, он вообще заебись будет себя чувствовать. Вот. Логично. А вот что по Нутейлу? Вот человек не играл Мне Доту кажется, 1,5 года. Мне кажется, No-Tail, Даже, ладно, год, но он играл Доту. без разницы, типа, у него очень много опыта, ему главное просто механически наиграть. Даже на том же Инте, на 10-м, он, всех бегал, ебал на своей легионке пятерки, вышел там В Фурионе 5 тебе на все Фурионе 5, да, с Муншардом покупал для своего керри, Ярик, учись. Вот, там, то есть, феноменального уровня выиграл? игрок. А? Он там выиграл с этим Муншардом или нет? А какая разница? Вот, и поэтому, мне кажется, они могут Не буду учиться. хорошо играть. Мне кажется, это состав не по рофлу. Я тоже так, на самом деле, думаю. Типа, топ-лин там, в конце концов, 3 человека, которые дважды выиграли International. Я думаю, они, ребята, не глупые, не будут просто так свое время тратить. Понимают, для чего они собрались, понимают свои возможности, понимают силу самих себя. Если, я думаю, даже что-то там пойдет не так, они, грубо говоря, Нутейл сам скажет: блин, ребят, я там не могу, лучше подыщите мне замену, и, соответственно, уже что-то тоже будет меняться. Короче, там умные ребята, опытные. Мне кажется, они знают, что они делают. Да, Точно. вот это самое важное. Да, ребята очень позитивные, с ними классно проводить время, общаться, с ними классно играть в доту друг против друга. Все четко, да. Я думаю, у них все будет нормально. Короче, это получается как некий звездный состав, который собран из игроков Из 2 команд. из 2 команд, да, и команды эти из Южной Америки, Да, правильно? да, Да. Такой некий звездный состав собрался. Без Андрея Я Вейта. смотрел один их матч, С Enigma? да, с Enigma я его Я смотрел. тоже. Блин, пик у них, в общем, был классный, но реализация не совсем хорошо получалась. Только разыгрывается. Да, видно было, что разыгрывается, но пик мне тогда у них очень понравился, они прям на голову перепикали в том матче. Да и двигались в целом тоже так, более-менее. Короче, Ярик, вот всем этим составом, которые сейчас собрались, им просто нужно время, чтобы, типа, раскрыться. Да, конечно, там ребята-то такие, они только коннектно идут между друг другом, и все, и понеслась. В принципе, большинство решафов сейчас хорошие, как бы, я бы не сказал, что где-то прям там хуже, где-то прям очень плохо, но все, мне кажется, хорошие именно решафы произошли. Я уверен, просто всем этим составам, которые сейчас зарешафлились, им нужно просто время, чтобы раскрыться. Показ, весело. Так, да. Все, Да. с меня хватит. Все. Заканчивайте сами, короче.
Вот мы и обсудили большинство решафлов в нашем и не только регионе. Очень интересно будет против этих команд играть и на лиге, и на мажоре, если пройдем. Вот, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Мира? Закрываться. Всем пока.